Всем привет, друзья, добро пожаловать на канал. В этом ролике я расскажу тебе про очень крутую стратегию, по которой ты уже прямо сегодня сможешь начать зарабатывать. Нет, это не кликбейт ни в коем случае. Если у тебя уже есть хоть какой-то опыт, какие-то навыки в трейдинге, ты сразу поймешь эту стратегию, сразу сможешь ее применить на практике и уже сегодня начнешь зарабатывать. Более того, я тебе скажу то, что уже некоторые из моих подписчиков, из моих партнеров как раз таки сами советовали данную стратегию. Я решил ее протестировать, и она действительно работает. Так, сейчас мы переключаемся на наш рабочий терминал по signals.com. Это торговый терминал, на котором буду открывать все сделки. На первую сделку буду открывать 25 тысяч рублей, 1% от своего депозита. Возвращаюсь, так сказать, к классике, открываю по 1% от своего депозита для записи контента, поскольку все равно более-менее стараюсь вникать в график, вникать в контекст рынка и буду открывать, соответственно, сделки уже на 1% от своего депозита. Если у вас есть возможность, лучше занижайте свой риск-менеджмент, я всегда так говорю, для того, чтобы, случайно не накосячить и не уйти до 6-го догона или даже далее и случайно не слиться. То есть риск-менеджмент — это наше все. Помним. Первым делом, что нам нужно сделать, нужно активировать определенные индикаторы. То есть никаких торговых ботов, ничего, просто обычные индикаторы. Я нажимаю скрипты, и эти индикаторы у меня уже добавлены, поскольку я их добавлял, просто ввожу в поиске. Первый — это зигзаг. Но это не простой зигзаг индикатор, а это зигзаг плюс каналы, для того, чтобы видеть небольшие каналы, где движется сейчас цена, для того, чтобы в целом видеть цену. Следующим шагом открываем индикатор CCI. Так и пишем CCI индикатор. Вы его находите в каталоге скриптов, точно так же, как и зигзаг. Когда вы нажали на данный индикатор, у вас здесь будет написано в избранное. Вы просто нажимаете кнопку «Добавить в избранное». Вам не надо копировать код, это вам ни к чему делать. Просто добавляете в избранное, переходите в избранное и отсюда добавляете. У меня сейчас в избранном этого индикатора нет, поскольку я его добавлял. То есть все, что я добавлял, у меня находится боты индикаторы. Все, что вы из каталога себе добавляете, будет у вас в избранном. Все легко, просто понятно на самом деле. Если вы не знаете, как пользоваться нашим торговым терминалом по signals.com, кстати, ссылка на него находится в описании под этим видео, вы можете перейти, авторизоваться, зарегистрироваться, стать нашим партнером, пользоваться данным терминалом торговым и просто из избранного индикаторов вешаю на график. Все, CCI добавился на график. Ничего больше не надо добавлять, то есть это база. Далее, прямо на графике нажимаю правой кнопкой мыши, нажимаю активные скрипты, нажимаю CCI, как раз таки тот самый индикатор, который только что добавил, нажимаю настройки, и здесь выставляю период 10. Не 20, а 10 ставлю, для того, чтобы он был более чувствительный, показывал мне небольшие коррекционные движения, перекупленность и перепроданность. Зигзаг канала ничего не трогаю, оставляю все как есть. То есть длина окна оставляю 20, чтобы видеть текущий тренд. То есть зигзаг нужен для того, чтобы, во-первых, видеть тренд, во-вторых, видеть, где у нас есть какие-либо касания. То есть чтобы мы не открывали сделку, когда уже находимся у линии нижней поддержки наклонной, динамической, а когда мы находимся, когда в противоположной стороне. То есть сейчас все вам расскажу, покажу, чтобы вы понимали. То есть как мы открываем сделки. Сложного ничего нет. Буду открывать на 1 минуту. Таймфрейм выбираю 30 секунд, не минутный, а 30-секундный. То есть моя сделка будет длиться ровно 2 свечи. Мы открываем сделки, когда у нас есть движение наверх, например, трендовый сейчас наверх, но у нас есть коррекционный вниз. И после коррекционного движения, к примеру, как здесь было трендовое вверх, далее коррекционное вниз у нас движение, и мы видим, что у нас CCI, индикатор с зона перепроданности, выходит наверх. То есть мы здесь открываем сделку на 1 минуту вверх, забираем за 2 свечи свою прибыль. То есть ищем подобные ситуации. Сейчас у меня добавлено несколько экранов, видим, то есть максимум 15 экранов добавлено. Можно массово их обновить, все с доходностью 92%. То есть я себе выставляю максимальную доходность для моего тарифа. Если у вас нету такой доходности, вы можете посмотреть как раз таки в разделе OTC. Например, у вас максимальная доходность 88%. Вы можете себе в настройках выставить, к примеру, здесь 88 и оповещать ниже, когда у вас находится 87, например, чтобы не открыть случайную сделку более низкой доходности. То есть комфортно настраиваем под себя терминал и только после этого работаем. Сейчас я вам покажу, как нужно правильно открывать сделки, то есть как находить ситуации. С вас обязательно лайк под видео. Не забывайте подписаться на канал. Все, классика.
Телеграм тоже подписываемся. Погнали. Сейчас нашел достаточно интересную ситуацию. Открываю здесь сделку вниз. Почему я открыл на текущий момент сделку вниз? Потому что, смотрим, у нас есть трендовое движение по зигзагу вниз. То есть у нас идет индикатор на снижение. То есть он говорит, у нас тренд вниз. То есть по этой стратегии не надо сильно разбираться, понимать, что такое тренда. Хотя это, да, необходимо понимать. На демо-счете обязательно все это тестируем, отрабатываем, как я напоминаю. То есть тренд — это куда показана у нас линия. То есть вниз линия идет, ну, логически понимаем, уже все учили в школе. Идет тренд вниз, значит тренд на снижение, на понижение. Все. Все, что просто идет линия вверх, значит тренд у нас восходящее движение. Далее, почему открыл сделку? Мы видим, что CCI был в зоне перекупленности, то есть у нас не уже разрыв цены произошел, то есть у нас цена перекуплена, то есть мы идем по тренду, но здесь видим коррекционное движение вверх произошла перекупленность цены, и то есть в этот момент мы открываем на понижение, то есть по тренду, то есть у нас есть корректировалась немножечко цена, открыл по тренду. Все, видим, через 2 секунды закрываю свой плюс, забираю. Есть, забрал свой плюс первый. Замечательно. Это разве плохо? Это очень хорошо. Открываю дневник трейдера. Это у нас все тоже есть. Можно посмотреть здесь. Как раз таки торговый менеджер. То есть торговый менеджер — это по сути менеджер, который сам помогает нам распределять сделки. То есть вот я выставляю на первую сделку, я сейчас 25 тысяч рублей открывал. И все. Автоматически торговый менеджер рассчитывает нужный депозит, необходимый баланс для того, чтобы закрыть все сделки, перекрыться в плюс, чтобы вам все хватило, чтобы вы могли рассчитать. Множитель на сделке, какое нужно, устанавливайте. Какой процент выплаты на вашем типе аккаунта есть, вы устанавливаете сюда, или какой у вас процент выплаты устраивает, чтобы закрывать сделки. Например, 88 поставили, смотрим, какая у нас доходность, прибыль будет по каждой сделке. Я ставлю здесь 92. То есть об этом инструменте я еще расскажу. Сейчас речь не об этом, сейчас речь про стратегию. Запустил начать сессию, все. Первая сделка у меня была на понижение, закрыл в плюс. Сделка была вниз. Ищу новую ситуацию, показываю вам отработку. Нашел новую ситуацию, сейчас я открываю сделку на повышение. Почему я это сделал, снова объясняю. Видим восходящее движение вверх, то есть у нас тренд наверх идет. У нас после движения вверх произошел откат, коррекция вниз произошла. То есть она идет, по сути, вот к этому уровню. У нас здесь есть уровень поддержки, по сути, она может сюда прийти. Однако вижу, что у нас CCI шел вниз и подошел к нижней границе. То есть, по сути, мы практически в зоне перепроданности. И в этот момент, уже я готовлюсь к открытию. Желательно, чтобы линия у вас четко пересекла вниз и затем начала разворачиваться вверх. То есть на восходящее движение менялось. Я сейчас немножечко, конечно, на опережение открыл. Это может быть, конечно, для меня на текущий момент фатально. Но если что, я прямо здесь готовлю двойной догон. То есть я прям нажимаю X и жду, когда у меня цена как раз идет еще чуть ниже. Как раз дожидаюсь последней секунды. И как раз у нас CCI находится индикатор в зоне перепроданности. Да, иногда чуть поторопишься и можно получить минус. Но будем надеяться, что сейчас четко перекрою сделку данную в плюс. На 55 тысяч открылся вверх. То есть предыдущая сделка закрылась в минус. Что это означает? Это означает минус просто, но грамотное распределение риск-менеджмента позволяет вам вот эти вот нивелировать всякие минусы ситуации, где вы немножечко неправильно проанализировали. То есть у нас здесь есть уровень поддержки. То есть дополнительно вы можете, конечно, включить, например, скрипт Support Resistance, индикатор называется, и в конце Signals. То есть это уровень поддержки сопротивления, который автоматически, динамически вам рисует уровень поддержки сопротивления. Видим, у нас есть уровень поддержки чуть ниже, но мы можем его провести по сути выше. То есть мы можем его провести вот в данном месте. Почему можем провести? Потому что здесь было большее количество скоплений как раз-таки касаний на теней, касаний свечей. Видим, отсюда у нас происходит движение вверх. То есть видим, CCI разворачивается. Все, сейчас сделка закроется в плюс. Также в торговый менеджер я заношу сделку. Предыдущая была минус вверх. И текущая у меня закрылась плюс, 50 600 рублей на баланс упало. Я нажимаю здесь плюс, был вверх. Все, со второго раза здесь закрылся в плюс. Уровень поддержки этот я убираю. Пока что он ни к чему. Еще новую ситуацию и показываю вам очередную отработку. Нашел новую интересную ситуацию. Здесь вхожу в сделку на понижение. Почему это делаю? Во-первых, у нас есть достаточно такое глобальное нисходящее движение, но видно, что у нас максимум всегда понижаются. Поэтому здесь у нас также нисходящее движение. Здесь мы смотрим, у нас прямо сейчас зигзаг показывает нисходящее движение. Следующее, что вижу, что прямо вот на предыдущей свече у нас зигзаг был в зоне перекупленности, и он начал как раз таки снижаться, пересек максимальную отметку. То есть получается у нас уровень 100 пересечен, и у нас идет движение вниз. И открылся как раз таки снова свечи на понижение. Остается дождаться просто и посмотрим, что из этого получится.
Отлично, сделка закрывается в плюс. То есть это та самая ситуация, где очень даже у нас хорошо отработало. Что еще здесь нам помогло? То есть у нас здесь был уровень сопротивления. То есть в данном случае уровень был сопротивления. Отсюда у нас свеча одна начала уходить вниз. То есть отскок от этого уровня. Мы взяли как раз таки сделку на понижение по текущему тренду. И все, и закрыли свой очередной плюс. Обязательно, друзья, тестируйте все на демо. Если хотите получить все наши инструменты, то есть кастомные инструменты зигзаг, то есть различные боты торговые, вы можете все это найти у нас в каталоге скриптов. Обязательно переходите по ссылке в описании под данным видео на сайт posignals.com. Чуть не забыл занести сделку в торговый менеджер, то есть дневник трейдера. Нажимаю дневник трейдера, 25 тысяч рублей, сделка была в плюс на понижение. Смотрим за текущую сессию, заработано 71 600 рублей. И смотрим по закрытым сделкам. Первая была в плюс 23 тысячи, вторая минус 25 тысяч, третья 50 600 рублей и четвертая сделка плюс 23 тысячи рублей. Стратегия работает, я по ней уже работаю не первый день, уже ее отработал, то есть сейчас поэтому я вам записываю данный видеоролик. Пробуйте, тестируйте на демо-счете, обязательно тестируем на демо, только потом переключаемся на реальный счет и только потом уже начинаем по риск-менеджменту строго идти и зарабатывать. Не забываем также ставить лайки под видео, подписываться на канал, и у вас, помните, будет много денег, потому что вы в правильном месте. Пока-пока.